Это канал творчества для всей семьи. Сегодня покажу, как сделать шкатулку из картонной втулки и ваты. Также в этом видео смотрите интересный способ окрашивания ваты. Расслаиваю вату. Клей ПВА развела водой примерно 1 к 1. И вначале я только смачиваю вату раствором клея по направлению волокна. Вата должна полностью пропитаться клеем и быть хорошо прижатой. Когда вата полностью пропиталась клеем, начинаю прижимать ее и выгоняю воздух, как следует прижимаю ее. Сначала я попробовала акриловые краски и выбрала нежные цвета. Краску необходимо хорошо разводить водой. Закрываю пищевой пленкой и хорошенько прокатываю скалкой. Затем на пропитанной клеем вате я попробовала жидкие акварельные краски. В принципе, подойдут любые жидкие красители, можно даже пищевые или краски для текстиля. Пока ватные полотна сохнут, займусь шкатулкой. Для шкатулки я взяла втулку от скотча и картон. По высоте втулки вырезала 2 детали из картона. Вырезаю дно для заготовки и теперь снимаю шаблон внутренней части шкатулки, который мне позже пригодится. Для крышки из картона вырезала 2 детали. Одну по размеру шкатулки, а вторую чуть меньше. Теперь беру расслоенную и нарезанную на удобные полоски вату. Здесь я использую обойный клей. Можно клей ПВА, разведенный водой, или клейстер. Оклеиваю ватой внутреннюю часть шкатулки. На дно шкатулки делаю вот такую подушечку. Подушку можно простегать.
оклеиваю ватой и внутреннюю часть крышки. За сутки ватные полотна просохли. Это то, что я окрашивала акриловыми красками. Здесь можно было красок взять побольше и посильнее их развести водой. А это жидкая акварель. Наношу клей ПВА и оставляю на несколько минут. У меня довольно толстое ватное полотно, и оно должно немного пропитаться клеем. Внутреннюю часть шкатулки, дно и крышку окрашиваю акриловой краской. В этой работе я допустила несколько ошибок. Это первая ошибка. Сначала надо было окрасить и только потом приклеивать ватные полотна. Коннектор для бижутерии окрашиваю белой краской из баллончика, а затем и акриловой краской. Я решила сделать на крышке что-то типа ручки. И тут ошибка номер 2. Это нужно было планировать заранее. Через бусину пропустила двойную проволоку. Пропускаю проволоку сквозь дырочки и закручиваю с обратной стороны. Теперь осталось все вернуть на место. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео и было полезным. Как всегда, жду ваши отзывы. Увидимся.